Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю вам вариант выведения закваски на фруктовой воде. Для этого нам понадобится натуральный мед, который не был термически обработан, любые фрукты или сухофрукты, но они должны быть обязательно экологически чистыми, органик или био, и воду. Я взяла клюкву, но вы можете взять изюм, абрикос, яблоки, все что угодно. Главное, чтобы они не были обработаны сульфитами или диоксидом серы, что является консервантом, а значит субстанцией, которая убивает все живые организмы на поверхности наших сухофруктов. Нам же для выведения этой закваски эти организмы крайне важны и нужны. Помещаем все указанные ингредиенты в бутылку, пластиковую бутылку, не стеклянную, потому что стеклянная бутылка при ферментации может просто разорваться. И оставляем при комнатной температуре под неплотно закрытой крышкой на 24 часа. На следующий день закрываем плотно крышкой, встряхиваем и оставляем еще на 24 часа. Постепенно мы будем видеть, как в бутылке появляются признаки ферментации, признаки брожения. Это мы будем видеть на примере появляющихся пузырьков. Каждый день необходимо просто встряхивать бутылку и открывать крышку для того, чтобы выпустить накопившийся газ, для того, чтобы бутылку вашу просто не разорвало. По прошествии времени бутылка будет у вас становиться все более и более твердой, так как накопившийся газ будет делать ее твердой. И постепенно активность будет возрастать. Поэтому, когда вы будете открывать бутылку, открывать ее нужно очень осторожно. Особенно если у вас жидкость доходит практически до верха, то очень большая вероятность того, что жидкость будет пениться и выливаться через край бутылки. Поэтому бутылку при открытии необходимо ставить в какую-то емкость. Ну вот я взяла большую бутылку в целях безопасности, поэтому у меня такого вот вспенивания большого нет. Если же у вас будет маленькая бутылка, то вспенивание у вас, скорее всего, будет происходить. И таким образом мы оставляем эту смесь, встряхивая раз в сутки, открывая крышку раз в сутки на несколько дней. Желательно оставить ее дней на 7-10, ну вы будете смотреть по необходимости. Вот на 8-й день я считаю, что брожение у меня в бутылке уже достаточное, и я буду использовать эту фруктовую воду для постановки закваски, на которой уже буду непосредственно печь хлеб. Я отмеряю, процеживая через сито 100 грамм моей фруктовой воды, добавляю туда 100 грамм муки пшеничной высшего сорта. Можете добавить муки первого сорта, это будет даже еще лучше. И хорошо перемешиваю. То есть закваска у нас имеет 100% влажность. То есть это стандартная обычная закваска. Просто вместо стартера мы использовали фруктовую воду, которая имеет в себе дрожжевую активность, кислотности там нет. То есть, если сравнивать ее по состоянию микробиома, то это будет скорее закваска, похожая на пулиш, так как в основном в ней присутствуют дрожжевые клетки.
Отмеряем уровень закваски и оставляем при комнатной температуре на 12-16 часов. Оставляю под неплотно накрытой крышкой, как любую закваску, которую вы освежаете, на 12-16 часов при комнатной температуре. На следующий день мы видим, что закваска у нас выросла в 3 раза. Это очень хороший знак. Но для того, чтобы полностью убедиться, что закваска у нас рабочая, мы делаем тест поплавка. Для этого выкладываем небольшое количество закваски, стараясь сохранить в ней, конечно, воздух, в воду комнатной температуры. Температура закваски и температура воды должны быть одинаковые. И смотрим, если закваска у нас остается на поверхности воды, то есть в ней достаточно дрожжевой активности, и ее можно использовать для постановки теста. Если же закваска идет ко дну, то нужно оставить ее еще на некоторое время. Вот вы у меня видите, что закваска плавает на поверхности воды, то есть в ней достаточно дрожжевой активности, и она готова для использования в тесто. Вот я ее вношу непосредственно для использования в тесто и буду печь на ней хлеб. Как вы видите, это очень простой, эффективный и легкий способ выведения закваски с минимальным количеством затраченного времени, ингредиентов и со стопроцентной гарантией успеха. Поэтому попробуйте этот вид выведения закваски, и вы точно не пожалеете. Если вы нашли это видео полезным, оно вам понравилось, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!